Со мной все хорошо, со мной все хорошо. В общем, ребята, так как ко мне пришли хейтеры и говорят, что мне надо, там, клиника у меня уже, там, какие-то диагнозы, и я ничему не удивлюсь, и поэтому я пришла к ординатору психотерапевту. Со мной все хорошо. То есть, действительно, если это диагноз, то я готова признать, если это все хорошо, то можно выдохнуть. Так, Анна Михайловна, к вам не надо, да? С чем вы пришли? С чем вы С пришли? чем вы пожаловали? Так, на приеме у психотерапевта. Со мной все хорошо. Я переживаю, честное слово. Тебе сказали, что ты у нас шизофреничка. Но мне посоветовали, что вот такое, как я проявляюсь, это уже в клинике, это клинический случай, типа обратитесь к специалистам, лечится в лечебницах. Хорошо. Проявляется что? Я у доктора. Ну, в общем, я вижу людей насквозь, я чувствую потоки, я подсказываю. Насквозь это... Насквозь это посмотреть. Кишки. Сканер, он как бы внутреннего состояния человека, то есть посмотреть на физиогномику, посмотреть на лицо, по лицу человека, через его глаза, в принципе, я могу сказать его потенциал, его жизненные ресурсы, его предназначение, его затыки, которые мешают ему реализовывать свой истинный потенциал. То есть фактически я вижу то, для чего человек фактически рожден, но он не может себе позволить. И как бы вот это я называю видеть насквозь. Сканер. Люди более рационального мышления называют это сканер. Непонятно, как это работает, но как бы работает. И они считают, что... Твои хейтеры. И они считают, что психология, например, та же, это тоже клинический случай. Криминалисты, которые узнают преступников, преступления, его деяния, мотивацию, они тоже больные. Получается, это так. По криминалистике, когда я выбирала, на кого мне учиться, там, эту профориентацию, мне сказали, что пойди как раз-таки как психиатр, криминалист. То есть я думала, что с какими-то вот с такими я не очень хочу работать, то есть как бы какой-то страх, поэтому я туда не пошла. Возможно, мне стоит туда пойти, но мне действительно порекомендовали, что иди, как будто бы это твое. Что это такое, мне страшно, хотя мне не сильно интересно, потому что туда не пойду. То есть насколько я здорова, насколько это адекватно. Это адекватно в пору прожитых лет. Начнем с этого. Мы каждый день контактируем с разными людьми. В работе, на улице, в магазине, в транспорте. У нас есть насмотренность. Мы видим, как человек ведет себя в определенных ситуациях. Мы видим мимику людей. Мы видим, как они реагируют на что-либо. Мы можем посмотреть им элементарно в глаза и узнать, просто как до этого... Все, как вообще есть такая очень прекрасная фраза, глаза — зеркало души, и там отражается наше состояние. Почему мы видим по человеку, у него глаза грустные, значит, он грустит. Но мы не называем человека шизофреником, который это увидел. Да. Нет, не называем. Смеется глазами. Что? Шизофреник? Смеются же ртом? Нет. То есть пока нормально все, да? Пока нормально. Пока нормально, да. Я просто переживаю. Так, ладно, я в удобную позицию для себя сажусь. Все, расслабилась, все. Так, дальше. Поток пошел? Поток еще нет, еще пока что страх, что вдруг я все-таки ненормальная. То есть вот это поток, вопрос тогда. Поток. Что такое поток? Потому что это состояние, как бы энергетический канал, и вот это взаимодействовать, чувствовать, это нормально? То есть взаимодействие с чем? Поток. Хорошо, поток — это поток, как бы объем энергии, который человек пропускает фактически через себя. То есть что вот он такой как бы хмурый и ничего не хочет, и что когда он раскрывает свою силу, свою как бы энергию физически в том числе и ментально, и как бы он хочет весь мир как бы... Как это назвать? Как это можно назвать? Когда он хочет весь мир, постичь или достичь какие-то ценности. Хорошо. То есть, когда у него энергия поднимается, прям действительно. Хорошо, задам другой вопрос. Жизненная энергия и жизненный ресурс — это нормально? Это абсолютно нормально для меня. Для всех людей жизненная энергия — это нормально? Это нормально. Все, я еще по одному пунктику нормально.
Это раздел психиатрии, это раздел психологии, это сознание, это подсознание, это что? Это как на официальную науку на это смотрят? Смотри, жизненная энергия, жизненная сила — это и психиатрия, и психология, это вообще в принципе жизнь. И это нормально ощущать в себе силы. Вот также могу тебя спросить, магнитные бури существуют? Ну, я их не чувствовала, поэтому не могу сказать. Но они существуют. Но их Возможно. передают по радио, какой-то там телевидению, в прогнозе погоды. Допускаю, то есть я Они метафизик. влияют на жизнь людей. А жизненной энергии не существует. Подъема эмоционального не существует, а магнитные бури существуют. Мгм. То есть человек, который хочет жить, хочет развиваться, хочет совершенствоваться, хочет узнавать новое, постигать, путешествовать, он ненормальный. А человек, у которого от схождения Меркурия с Марсом, я не знаю, разболелась голова, он нормальный. Лежать, страдать от головных болей — это нормально, потому что это передали по телевидению. А почувствовать сладость там своей жизни, радость от нее, от покорения горы, от постижения новых вершин — это ненормально. Мгм. 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 Тогда это больше все-таки психиатрия или психология? И вот если Это перейти- норма жизни, это не психиатрия, не психология. тогда Это нормальное физиология. состояние организма. Да, это физиологично человеку ощущать тягу к жизни. Это просто жизненная энергия. Это то, благодаря чему мы живем. То есть та сфера деятельности, чем я занимаюсь, помогая найти внутренние ресурсы, раскрыть ресурсы, свою силу раскрыть, именно жизненную силу, убрать затыки фактически, иногда методами коучинга, иногда не методами, а просто потому что это видно. Это насмотренность, которой благодаря методам коучинга я могу помочь человеку. Помочь человеку жить счастливой жизнью, жить полной жизнью. И что еще немаловажно, и не стареть. Не стареть. Не стареть. Ну все.